Сегодня вы узнаете способы заработка в Узбекистане, как заработать, приехав сюда жить, какие профессии востребованы и сколько здесь платят, где как искать работу и какие документы вам понадобятся. Вы на канале «Едем жить в Узбекистан». Итак, о том, сколько стоит здесь жить и какая минимальная сумма денег вам необходима, мы рассмотрели в предыдущем видео. Если вдруг вы пропустили это видео, то я рекомендую посмотреть вам именно его. Вот оно. Если вы задумались о переезде в другую страну, то первостепенным фактом будет наличие или возможность постоянного дохода. И тут возможны два варианта. Первое – дистанционная работа. То есть вы уже имеете работу, которую выполняете дистанционно. И вне зависимости, в какой бы точке мира вы ни находились, вам важно лишь наличие интернета. Такой способ, в общем, понятен и здесь тоже возможен. Но будут ограничения по времени нахождения в Узбекистане. Так как вы не будете иметь рабочую визу, то находиться сможете здесь на правах туриста, и, следовательно, каждые 2 месяца нужно будет выезжать в соседнюю страну Казахстан. Благо, граница с ним находится в 10 километрах с севера от Ташкента. Либо воспользоваться лайфхаком и заранее получить письменное приглашение от кого-нибудь из местных. На основании такого приглашения вам предоставляется виза на год с возможностью ее продления. Можно приехать сюда как турист, познакомиться с кем-нибудь здесь на месте в течение 2 месяцев, оформить от лица этого человека приглашение, выехать в Казахстан и заехать сюда снова уже по приглашению с действием на год. Напомню, Казахстан находится в 10 километрах от Ташкента. И это единственное ограничение, которое вам нужно знать при дистанционном заработке. Второе. Скорее всего, вас интересует более приземленный вариант. Это работа здесь на месте. Ведь 90% людей не имеют дистанционного заработка. Начнем с айтишников. Им, например, виза выдается сразу же на 3 года. Им и также их членам семей. Подробную информацию о релокации сотрудников IT-сферы вы сможете найти на сайте IT-парк. Кажется, что сейчас везде востребованы айтишники. И да, в Узбекистане на них острый дефицит. Но также дефицит и с остальными профессиями. И не только узкого направления, но и самыми банальными и первично необходимыми, такими как мастера бьюти-сферы, это маникюр, парикмахер и так далее. А так как в Узбекистане сейчас увеличилось количество экспатов из России, Белоруссии и Украины, то нагрузка на местных мастеров значительно увеличилась. Услуги местных мастеров вдвое или втрое дешевле. Но ключевым фактором при выборе мастера в первую очередь является качество. Поэтому уровень заработка у вас останется тот же, а расходы на жизнь здесь чуть-чуть поменьше. О стоимости жизни в Узбекистане мы также подробно говорили в другом видео. Вот оно. Если вы его не смотрели, то обязательно посмотрите. И это относится не только к бьюти-сфере. Любая сфера услуг подходит под этот шаблон. Любой бизнес, где вы выступаете как исполнитель и напрямую договариваетесь с клиентом. Государство никак не отслеживает самозанятый слой населения, поэтому вы сможете здесь спокойно работать неофициально. Но если вы хотите открыть ИП, то это здесь возможно. Подробнее об открытии ИП и организации здесь бизнеса мы поговорим в другом видео. Это очень глубокая тема, ее стоит рассмотреть внимательно со всеми мелочами. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить выход видео на эту тему. Тут заодно стоит сделать прогноз и складывающейся ситуации. При дальнейшем увеличении приезжих с ними же приедут и мастера, которые поднимут планку качества и стоимости. И местным мастерам придется конкурировать, в первую очередь поднимая качество, затем начнет подниматься и стоимость. И через пару лет жизнь в Узбекистане не будет уже такой дешевой. Но пока это еще не началось. Промежуточный итог по самозанятому слою населения. Это отличный шанс сделать шаг вперед, будучи одним из первых на рынке услуг и обрасти клиентской базой. Рынок требует расширения ассортимента и увеличения количества и качества мастеров. При этом заработок у вас не уменьшится, а скорее всего увеличится из-за потока новых клиентов. Теперь поговорим о наемной работе. Здесь не так просто дистанционным поиском работы. Поэтому при официальном трудоустройстве на низкоквалифицированную работу могут возникнуть проблемы. Сделаем промежуточный вывод. Если вы специалист с интересным опытом работы или узкого профиля и уникальным опытом, или же у вас специфическое образование, то вы будете здесь на расхват. Если же у вас нет опыта или образования, то тут стоит работу поискать заранее, так как появляется риск не найти работу в короткий срок, даже приехав сюда. Если вы досмотрели до этого момента, значит один из способов вам подходит, и последующая информация вам будет особенно полезна. Для поиска работы можно опять же использовать сайт headhunter.uz, но больше всего вакансий вы сможете найти на местном сайте поиска работы работа.uz. Попробуйте найти работу заранее. Если не получится, не огорчайтесь. Вы можете приехать сюда с запасом денежных средств на несколько месяцев и поискать работу здесь, находясь непосредственно на месте. Когда работодатель видит и слышит, что вы уже находитесь здесь, то гораздо активнее с вами общается. Неплохим вариантом будет решение
устроиться хоть на какую-то работу пока что. Возможно, даже в схожей сфере деятельности. И уже будучи трудоустроенным, искать подходящее место более тщательно и без спешки. Для официального трудоустройства вам понадобятся следующие документы. Загранпаспорт, диплом о высшем образовании. Да, они здесь котируются. И регистрация. Как ее получить, мы рассматривали в другом видео. Посмотрите его. Нужно оформление PINFL. Это аналог ИНН. И получить его можно в ближайшем районном паспортном столе, имея на руках загранпаспорт и регистрацию. Оплатить пошлину на оформление PINFL пару долларов можно на месте. Это все вы оформляете самостоятельно. Затем работодатель составляет временный договор с вами и отправляет его на биржу труда для утверждения специалиста. И после утверждения на бирже труда документы отправляются в миграционную службу, которая после первой инстанции уже автоматически выдает разрешение на работу. Но обязательная сдача теста на ВИЧ. Это все делает и оплачивает работодатель. После получения разрешения стоит подписать постоянный договор, а также сделать банковскую карточку зарплатного проекта. Не стоит забывать, что для большинства договоров нужна электронная цифровая подпись. Получить ее можно в районных отделениях. Для этого нужно прийти в центр выдачи электронной подписи с загранпаспортом, PINFL и пустой флешкой. Пошлина тоже несколько долларов, оплачивается на месте. Подпись оформляется в порядке живой очереди, как правило, за полчаса. Но не ко всем договорам она может понадобиться. Какие есть подводные камни и нюансы. Первый сюрприз, который всплывает сразу, это 6-дневная рабочая неделя. Узбеки привыкли работать много, но суббота обычно сокращенный рабочий день. Также зачастую это обычно 9-часовой рабочий день. Хотя государственные организации и банки работают пятидневку и до 5 часов дня. Тут все напрямую зависит от правил конкретно вашего работодателя. Будьте внимательнее и заранее знакомьтесь с условиями договора. Второе. Это короткие стандартные отпуска. Дается 15 дней отпуска без учета выходных. Но 99% сфер деятельности имеют профсоюзы, от которых к отпуску прибавляется до 17 дней. Итого, в принципе, выходит месяц или даже больше без учета выходных. Опять же, нужно внимательно смотреть в каждом конкретном случае. Итак, общий итог. Не бойтесь искать и пробовать. Конечно, у каждого из нас ситуация отличается. Но в общем, не так уж и сложно здесь найти заработок. Все зависит от ваших навыков и жизненной активности. Скажу точно, что если ничего не делать и сидеть не двигаясь, то никто вас никуда не позовет. Даже не имея опыта в работе, но имея активную жизненную позицию, везде можно пропихнуться и преуспеть. Тем более, что здесь в Азии есть большое количество путей и обходных вариантов. И еще маленькое объявление. Теперь мы появились на Бусти. И если вы хотите видеть выход видео чуть-чуть раньше, иногда бывает я монтирую на 1 день, на 2 дня быстрее, то я выкладываю сначала на Бусти. Подписка стоит не очень дорого. И вообще можно даже разово там заплатить 10 рублей или 15 рублей и уже посмотреть видео. Также я постараюсь туда размещать какие-то дополнительные интересные материалы, но это появится чуть-чуть позже со временем, чтобы вы могли посмотреть такой некий бэкстейдж, да, про съемки, еще что-то. Так что буду вам признателен, если вы найдете нас на Бусти и подпишитесь на нас там. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видео. А с вами был я, Валентин. До скорого!